Добрый день, уважаемые коллеги. Давайте начинать. Сегодня мы поговорим про конкурс «Психолог года 2021». Еще раз повторюсь, запись в нормальном качестве, я думаю, будет. Сильно, наверное, много смотреть тут не столь важно, сколько важна быстрота, чтобы вам было понятно, о чем я говорю, и чтобы вы могли быстро отвечать, если есть такая возможность. Вот. Так, ну давайте приступать. Психолог года 2021 по версии психологического портала Attitude. Я думаю, большинство знает, что это за портал. Если вы не в курсе, то, соответственно, attitude.rf. Милости просим, проходите, смотрите. Сейчас не буду на это тратить времени. Сегодня мы поговорим о самом конкурсе, что нужно для участия, на что обратить внимание и так далее. Собственно, разбирать мы будем сам сайт психологгода.рф. Без пробелов, без подчеркиваний, одним словом. Конкурс мы проводим второй раз. Первый раз мы провели его в прошлом году, ну, точнее, финал у нас проходил в этом году. Вот, из чего он состоял, я расскажу. Итоги можно посмотреть также на сайте «Психолог года» в разделе «ПГ 2020». Покажу. Попробую. Вот он, ПГ 2020. Обращаю внимание, кстати, коллеги, если у вас, скорее всего, будет в другом виде сайт, у вас будет без вот этих вот, их не видно, к сожалению, за моим лицом. Вверху справа 3 полосочки. Это если вы на телефоне, допустим, на планшете открываете, то есть на маленьком экране. У вас будет 3 полосочки, вот это меню, то есть надо щелкнуть, и у вас список появится. Если вы на компьютере открываете, то у вас этот список будет просто вверху страниц. Соответственно, итоги прошлого года можно посмотреть под разделом ПГ 2020. То же самое, все, что вам нужно, здесь в этом меню есть, то есть вы можете переходить. Допустим, если вам нужно положение почитать, если вам этапы нужно посмотреть, раздел «Что нужно». В общем, все сейчас с вами будем проходить более подробно. Конкурс вызвал большой интерес. У нас было много, порядка 20 участников в итоге вышли в третий тур, участвовали в конференции. Было очень интересно, было 2 дня самой непосредственно конференции, вебинары участники проводили. В общем, я считаю, что конкурс удался. Члены жюри также были благодарны, и им это было интересно очень, и мы им очень благодарны, потому что действительно это не так просто проверить такой объем информации. В общем, в этом году не все дошли к нам, но зато появились новые члены жюри. В общем, кому это интересно, можете посмотреть внизу страницы, есть раздел. Вот. Если говорить про сам конкурс, призы у нас есть достаточно интересные, о них мы тоже поговорим, и призы еще не окончательно утверждены. То есть есть спонсоры, с которыми мы общаемся, с которыми обсуждаем варианты, возможно, еще что-то будет, но постепенно до конца декабря, когда у нас, собственно, закончится прием документов, да, прием заявок, мы к тому времени уже будем точно знать, какие призы будут, и, соответственно, мы о них будем сообщать. Ну, давайте обо всем по порядку попробуем. Перейдем дальше. Первый этап, как я уже говорил, у нас продлится до 23, собственно, декабря. И давайте поговорим, что из чего, ну, вообще, зачем нужно участвовать, да, для чего нужно участие в конкурсе. Конечно же, участие в конкурсе повышает ваш личный уровень, да, ваш личный опыт, в том числе вы получаете опыт участия и в конференциях, если до этого не участвовали, и вообще, в принципе, в конкурсе. Также наверняка будет он интересен тем, кто участвовал, может быть, в подобных конкурсах, которые ранее проходили, но, возможно, еще не добрался, да, не смог там куда-то пройти, здесь вы можете вполне себя попробовать. К тому же, конечно же, в глазах организации вашей, в которой вы работаете, также это будет очень большим плюсом в том, что вы либо номинант, либо победитель, может быть, конкурса «Психолог года». Конечно же, все участники у нас получают сертификат. Если вы, допустим, прошли только первый тур, подали документы, но не смогли пройти дальше, соответственно, также вы получаете сертификат о том, что вы
номинанты, что вы участвовали. Вот. Ну и, соответственно, все остальные участники также получают сертификат, и победители получают 3 места у нас призовых, получают еще и вымпелы, не вымпелы, призы такие у нас из прозрачного стекла, такие классные. Ну, не стеклянные они, но не суть. В общем, тоже можете посмотреть, у нас все это есть на страничке. Помимо этого, конечно же, те, кто перейдут в финал, 3-й тур, и те, кто победят, получают еще и ценные призы. Про ценные призы это будет подписка на Психомер, причем разная в зависимости от того уровня, который вы прошли. Если не знаете, что такое Психомер, на сайте можете щелкнуть вот по ссылочке и перейти посмотреть, что это такое. Ну, я думаю, большинство, в принципе, должны быть в курсе. Вот. Соответственно, чем выше ваш уровень, тем большую подписку вы получите. И, соответственно, победитель окончательный, кто станет по нашей версии психологом года, тот получает бессрочную подписку. Вот об этом мы тоже расскажу более подробно позже. Итак, этапы проведения конкурса. Сейчас у нас с 11 октября по 23 декабря, соответственно, идет сбор заявок. То есть вы сейчас можете смотреть, изучать материалы, задавать вопросы какие-то, если у вас, вам что-то непонятно, да, с самими документами, вот, и с заявкой. Вы все это можете изучать, можете задавать и, собственно, подавать заявку. После того, как, ну, по процедуре я чуть позже тоже расскажу. После 23 числа, ну, все данные, все, когда, что, какое время, все это указано на сайте, конечно же. После 2 числа, окончания первого этапа, с 27 декабря, как раз на новогодние праздники, начинается народное голосование. Что это такое? Ваши данные, фотография, имя, должность и резюме, и видео резюме будет выставлено на нашем сайте для общего доступа. То есть все желающие смогут зайти. Обращаю внимание, не все ваши данные будут в открытом доступе. То есть ваши дипломы, допустим, ваши записи работы с клиентом, конечно же, не будут в общем доступе доступны, поэтому здесь бояться не надо, мы это ничего не публикуем. Это нужно для того, чтобы вы сами, ваши клиенты, ваши коллеги видели вас, допустим, и голосовали. То есть вы размещаете, скидываете ссылочку там своим коллегам, просите максимально, там, может быть, в социальных сетях своих публикуете страницу и максимально просите людей поддержать вас. Тот, кто более активно, да, то больше получит поддержку, соответственно, тот и перейдет в 3-й этап. 3-й этап – это конференция. Но сразу говорю, что на самом деле будут и такие, кто минимальное количество отзывов получил, но тем не менее прошел. То есть мы, как жюри, имеем за собой право, оставляем за собой право наиболее ярких психологов, которые нам интересны, но которые не получили большого объема отзывов. Да, мы все понимаем, что не у всех есть, там, допустим, большая аудитория и так далее. Мы оставляем за собой право таких людей в 3-й этап тоже перевести. Поэтому не надо унывать, если у вас нет большого количества клиентов или кого-то, кто вас может поддержать. Вот это, в принципе, не сильно страшно. Это, конечно, хорошо, потому что если будет много людей с маленьким количеством поддержки, соответственно, будет конкуренция. Вот. Но в любом случае, если вы интересны, если вы яркий психолог, если у вас интересный вклад, собственно, в профессию, мы обязательно это все увидим, оценим и обязательно вас в 3-й тур, в 3-й этап переведем. Поэтому здесь сильно бояться этого не стоит. До 14 января будет длиться голосование. Собственно, как вы понимаете, все каникулы как раз оно будет идти. Мы это специально сделали и в этом году, и в новом году будем это проводить, потому что это, как мы думаем, что максимально удобное время всем проголосовать. То есть когда рабочие, тем более перед Новым годом, идет суета какая-то предпраздничная, людям не так удобно это. А на как раз каникулах, когда у вас даже больше, плюс еще время до каникул, вполне
коллеги могут выделить минутку и проголосовать за вас. Итак, третий этап. Третий этап, перед ним будет вводный еще один вебинар для тех, кто победил, ну, кто прошел в третий этап, собственно. То есть 18 числа, а скорее всего раньше, 18, да, не 18, 14 или 15 даже числа января мы сообщим о том, что, ну, тем, кто прошел, о том, что вы прошли, и надо будет подготовить выступление на конференции 18-19 января. Тоже отдельно про это потом мы расскажем в дополнительном вебинаре. Сразу скажу, что это, если вы участвовали в наших конференциях «Психомер Практикум», то вы примерно специфику наших конференций понимаете. То есть то же самое предстоит и вам. Минут на 40 выступление полезное, чтобы оно было практически важное, практически полезное, да, вот. Поменьше воды, но это все отдельно, опять же говорю, будет вводный вебинар. Соответственно, готовитесь. Я рекомендую уже, если вы прошли во второй тур, да, если вы уже участвуете в голосовании, я рекомендую сразу уже потихоньку готовить немножко как бы выступлений, да, потому что тему вы уже будете указывать, вот, то есть вы уже заранее будете знать примерно о чем, но хотя бы набросать какие-то основные идеи, вот, план, чтобы у вас уже заранее существовал. То есть когда вы 14 числа, 15 января узнаете о том, что вы прошли, вот, чтобы у вас было время, ну, точнее, чтобы вы успели подготовиться нормально к вебинару. В принципе, с этим проблем в этом году вообще никаких не было. Все конкурсанты молодцы, очень хорошо выступили. То есть я думаю, что и в этом году, в новом году таких проблем не будет. После конференции с 20 по 27 члены жюри будут изучать ваши выступления, ваши материалы все, и таким образом, ну, частично они будут до этого еще это изучать, но тем не менее, также будут просматривать ваши выступления, поэтому нужно будет время. До 27 числа будет проводиться голосование, мы будем оценивать, мы будем смотреть каждого из вас пристально под увеличительным стеклом, смотреть, насколько вы подходите на ту или иную номинацию, на тот или иной уровень. Да? Вот. И, соответственно, 28 января мы вам озвучим результаты, и будет это происходить во время трансляции также на YouTube. Ну, возможно, мы сделаем более хорошего качества. Сейчас я понимаю, что практически ничего не видно, ну, как-то текст более-менее видно, но тем не менее. Сделали это потому, что, чтобы было от вас обратную связь видеть хорошо, но видим, что обратная связь тут как бы не особо актуальна. Далее. Давайте я сначала расскажу про призы еще раз, а потом мы поговорим про то, что нужно для, как подать заявку. Итак, все участники, кто подадут заявки, получают 3 месяца подписки на Психомер по умолчанию. И если у нас появятся какие-то дополнительные призы, там будут определенные, но там будут скидки, да, от спонсоров, но не каждый это относится к призам. Но, возможно, какие-то призы у нас будут появляться еще, поэтому вы тоже можете получить, если вы не прошли дальше. Да? Вот, соответственно, если вы подали заявку, вы получаете сертификат участника в любом случае, если она прошла. Вот. Также 3 месяца вы получаете подписку и так далее. Что важно здесь понимать? Получаете вы эти все вещи по окончании первого этапа, да? То есть после 23 декабря. То есть если вы не прошли во второй этап, вы получаете письмо, в котором будет сертификат, что вы подавались, будет 3 месяца подписки вам, к тому времени нужно вам зарегистрироваться на портале, если вы еще не зарегистрировались, вот, и, соответственно, какие-то призы будут. То есть у нас это происходит по мере выбывания. То есть вы подались, обратите внимание, ну ладно, это я отдельно потом расскажу. Далее, те, кто прошел второй этап, кто будет участвовать в голосовании, получают, соответственно, сертификат номинанта, 6 месяцев подписки на Психомер, подборку бумажных журналов от нашего спонсора Актион, справочник педагога-психолога «Школа». Да. Подборка, подписка журналов ФПК за 2020 год.
если я ничего не путаю, но если что, мы поправим. И, соответственно, если какие-то тоже будут, не за 20, а за 21 год, если какие-то будут еще призы, мы это все будем потихоньку вам сообщать. Помимо этого, второе и третье место получают кубки лауреата, сертификаты, соответственно, лауреата. Да, обращаю внимание, что до второго, ну, до третьего места, да, до призовых мест, сертификаты будут в электронном виде. Если они нужны в бумажном виде, соответственно, нужно будет оплатить доставку. Вот мы об этом тоже потом будем все в январе рассказывать, просто имейте в виду, как бы. То есть все подарки до призовых мест, они идут в электронном виде у нас. Кроме журналов «Актион». Те идут в любом случае. Дальше. Годовую подписку на психомер. Прошу прощения. Упустили момент. Тут стоимость сейчас вырываю совсем. Годовую подписку на психомер получает второе и третье место. Справочник педагога, психолога, школа. Бумажные журналы получают. Помимо этого, сертификат на 3 персоны на посещение музея психологии Международной профессиональной ассоциации психологов. В Подмосковье она находится. Вы с 2 людьми еще сможете пойти в музей. Далее, подписка на журналы в ПК в электронном виде. Для третьего места это за 2021 год, да. Для второго места вебинар «Консультативная психология и психологическая помощь» с выдачей сертификата. Это тоже от Федерации психологов-консультанта и Института практической психологии и консалтинга. Консультативной психологии и консалтинга. Вот, и также плюс дополнительные призы, если, ну, когда они появятся. Сейчас пока мы в работе о нем. И, конечно же, первое место получает кубок призера, сертификат призера. Это все, напоминаю, призовые места получают в бумажном виде, в готовом виде по почте обычно. Вечная подписка на приложение «Психомер». То есть никаких ограничений у вас больше никогда не будет. Пластиковые карточки для психодиагностики вы получаете Люшера, которые, я надеюсь, вы знаете, что такое. Можете пройти по ссылочке и увидите, что это такое. Бумажные, конечно, журналы справочник педагога, психолога, школа. Сертификат на посещение на 3 персоны музея психологии. И полный онлайн-курс консультирования и психотерапии, структура и систематика, уникальные характеристики интернет-психотерапии с выдачей сертификата, соответственно. Ну и если будут дополнительные призы, тоже будут. Это что касается призов. Так, ну, партнеров, я думаю, вы сами сможете посмотреть, как и членов жюри. На всякий случай скажу, что в самом низу страницы есть еще возможность подписаться на рассылку, вот, чтобы не пропустить никаких новостей. Да? То есть мы будем стараться, может быть, не еженедельно, но периодически присылать вам какие-то новости по непосредственно конкурсу. Но сразу же оговорюсь, что все-таки правильнее и лучше подключаться к нашему Telegram-каналу и WhatsApp, если вы в Telegram не можете подключиться. Почему? Потому что письма попадают в спам, письма не всегда вовремя приходят. Вот сегодня было тоже обращение очередное, то, что письмо, которое мы еще на той неделе отправляли со ссылкой на вебинар, пришло человеку только сегодня. Вот, с утра. Соответственно, человек ничего не понял и как бы спрашивал, как быть. Вот, поэтому очень рекомендую все-таки подключаться к нашим WhatsApp и Telegram. Ну, лучше все-таки к Telegram. Внизу под этим видео и сейчас, и когда мы его обработаем, выложим в нормальном качестве, в описании есть ссылочки на Telegram и WhatsApp. Поэтому, пожалуйста, переходите, и там вы будете получать более свежую, актуальную информацию. Если таких вариантов у вас нет или вы не приемлете, тогда можно подписаться на рассылку и получать письма с анонсами и с какой-то информацией. То же самое, если вы хотите как-то с нами какие-то вопросы задать, это можно и в чатах сделать, либо, кстати говоря, вот на странице «Психолог года» справа есть чат, вот он. Я его открыл, да, он у вас тоже открывается. Можете задавать вопрос в рабочее время с 10 до 5 по Москве. Мы вам будем
рады ответить. В любое другое время тоже будем рады ответить, но не факт, что быстро. Вот. Помимо этого, вы можете писать также по контактам, которые здесь слева указаны, то есть это WhatsApp, в Facebook и так далее. Это все контакты портала Attitude. То есть, понятное дело, это все мы одни и те же, поэтому туда можете писать. Вот, соответственно, если надо, подключайтесь. Если вы партнер или потенциальный партнер, да, если вы имеете какое-то знакомство или связи с людьми, которым мог быть интересен наш конкурс, соответственно, тоже приглашаем к партнерству как информационные, как спонсоры на призы и так далее. То есть все это обсуждаем, все это можем с вами пообщаться и поговорить. Ну и давайте перейдем непосредственно к подаче заявки. Здесь прошу внимания, возможно, что-то даже записывать, потому что это раздел очень важный. Да, еще раз скажу, что на сайте «Психолог года», я надеюсь, сегодня мы обработаем видео и приложим его непосредственно прямо на сайте. То есть будет доступен сегодняшний вот этот вебинар, он будет доступен прямо на сайте. Можно будет его посмотреть вот, и, соответственно, какие-то вещи для себя еще раз пересмотреть, либо если вы начало пропустили, какие-то вещи вы сможете посмотреть. В общем, обязательно приходите. На всякий случай, те, кто нас смотрит на YouTube, в Zoom так никто не подключился. Те, кто нас на YouTube смотрит, поставьте плюсик, слышно ли, видно ли. Ну, видно плохо, наверное, хотя бы просто плюсик, чтобы я понимал, что кто-то может хотя бы что-то писать в чат, потому что я, конечно, не знаю, может быть, кто-то нам в комментарии уже что-то написал. Да, мне ничего не двигается. Ну, ладно. Ладно, продолжаем. Итак, что нужно для участия непосредственно в конкурсе? В первую очередь то, что очень многие забывают, почему-то пропускают и так далее. Вам нужно полностью прочитать этот раздел, что нужно для участия. Также он есть у нас в основном меню, вот он раздел «Что нужно». Потому что очень часто бывает такое, что люди просто заполняют форму, подают, пропускают какие-то важные моменты и все, и потом ждут. Мы им пишем в ответ письмо, что, пожалуйста, заполните там то-то, то-то, у вас там не достает того-то, того-то, а люди уже либо не получают, потому что там мало ли в спам попадает или еще что-то, вот, или забывают и так далее. Поэтому очень внимательно читайте и, соответственно, полностью заполняйте все. Итак, образование. Необходимо приложить сканы дипломов, сертификатов о получении высшего образования по специальности прохождения каких-либо курсов психологических. То есть подтвердить то, что вы действительно работаете, то, что вы получали специальность. Для общего доступа мы не выкладываем сертификаты вот эти. То есть никаких сканов персональных данных в общем доступе не будет, поэтому этого не бойтесь. Это может быть либо JPEG, либо PDF, в общем, либо картинки, либо так далее. Желательно не очень большого объема. Да, то есть это нужно только нам, чтобы мы увидели, что вы, да, действительно психолог, вы работаете. То есть мы это никуда не будем выкладывать. Далее, видеовизитка. Вот здесь прошу очень внимательно отнестись, потому что в прошлом году как бы, мы на это глаза закрыли, потому что первый раз проходили. Но в этом году нежелательно такое, скорее всего, будем просить исправить. Многие психологи записали визитку на конкурс «Педагог-психолог», который не наш конкурс. Вот. И потом, не переделывая, просто взяли и ее же сюда прислали. Коллеги, если у вас нет никакой вообще технической возможности переделать хотя бы просто заставку, да, хотя бы как-то, вот, пожалуйста, хоть как-то что-то сделайте. Вот. Потому что, это разные конкурсы, и у нас описано здесь как раз в разделе, что конкретно должно быть. Очень часто, так как требования разные, вы присылаете видео, понятно, что вы там очень старались, очень хорошо делали, но, честно, это важно в первую очередь для тех, кто будет вас оценивать потом. То есть это не для того, чтобы вот как бы для галочки сбросили и все. Нет, это нужно для того, чтобы люди потом, особенно во время народного голосования, чтобы они посмотрели, чтобы увидели вашу классную презентацию, да, вас самих, видеовизитку, и, соответственно,
потом проголосовали. Поэтому отнеситесь, пожалуйста, серьезно. Коротко о себе. План здесь указан. Кто вы, где учились, где работаете сейчас, какие сферы психологии наиболее вам интересны. Значимые профессиональные достижения за 2021 год. Да, здесь у нас ошибочки, надо поправить будет. Тема, с которой вы выступите на конференции, если выйдете во второй этап, это важно тоже указать, и это в печатном виде тоже надо будет. Поясните, почему эта тема вам интересна и так далее. Не более 5 минут, то есть она буквально короткая, но это важно. Соответственно, прислать в стандартных форматах MP4, AVI или MOV. Я понимаю, что многие не прям продвинутые юзеры, да, как это называется. Вот. У многих какие-то проблемы технические могут быть с этим, но, пожалуйста, привлеките уж. Я думаю, большинство из вас работает все равно в сфере образования, и наверняка у вас есть какие-то светлые головы, информатики или те, кто вам, может быть, помогали с другими какими-то вещами. Я думаю, не такая великая проблема все-таки записать на 5 минут ролик в нормальном качестве и его прислать. В крайнем случае, в конце концов, многие присылали просто на телефон записанные видео. Вот так тоже можно, никто не запрещает. То есть главное, чтобы вы хорошо выигрышно на этих видео смотрелись, чтобы было интересно, чтобы это было не банально, да, как-то вот. Ну, и не с переборами, конечно, но иногда творчество тоже очень интересно. В общем, с видео, я думаю, разобрались. Дальше. Резюме в текстовом виде с фото. Вот здесь многие присылали конкретно, вот как раз из предыдущих видно было, с предыдущих либо конкурсов, либо просто свое резюме. В принципе, можно и так. Единственное, прошу, опять же, прочитайте внимательно, что нужно, и дополните, если чего-то из того, что мы просим, нет. Потому что потом начнется тягомотина, мы будем просить вас дозаполнить, что-то добавить. Вот, пожалуйста, чтобы вот не было такого, чтобы мы времени с вами не теряли. На что обращу внимание? Да, фотография достаточно большого размера. Смотрите, фотографии мы будем размещать на сайте, поэтому это желательно, чтобы была фотография по грудь, да, вот, можно больше, но будет тогда вас плохо видно. Желательно, чтобы она была где-то такого портретного формата, поменьше лишних всяких вещей, то есть, ну, там были у нас прям на фоне куста фотографировали, то есть у вас потом очень сложно вырезать, чтобы вы в нормальном качестве были, поэтому присылайте, пожалуйста, сразу нормальную фотографию, можете несколько прислать, там, мы на свое усмотрение потом выберем, которая получше. Вот, соответственно, пожалуйста, отнеситесь серьезно, потому что нам потом придется, опять же, либо заново у вас просить фотографии, либо добавлять то, что есть, а это в первую очередь ударит по вашему голосованию. То есть люди увидят как бы не очень качественную фотографию, и уже сразу же будет негативное отношение. Поэтому старайтесь в нормальном виде присылать. Да, и тут у нас указано формат MS Word. Вы можете и в Word присылать, и также можно фотографии отдельно присылать. Так даже будет удобнее. Вот, ну, если в Word, если уже готовы, ну, пусть в Word будет. Вот. Да, и обращаю внимание, что ваше резюме в текстовом виде с фото будет расположено на сайте. То есть люди, которые будут за вас голосовать, будут смотреть ваш опыт работы, где вы работали, ваши интересы и так далее. Поэтому обращайте на это внимание, имейте в виду. Дополню, что в основном данные мы потом убираем. То есть если вы не хотите, чтобы постоянно это там висело, мы это все можем убрать, вы просто нам скажете, мы вас удалим. Далее. Аудио, видео психологической сессии. Очень важный момент. Много как бы полегло здесь потенциальных конкурсантов. Поясняю. Во-первых, эти данные никуда не пойдут. То есть это мы оставляем только у себя, это нужно только для экспертов, для того, чтобы они послушали и поняли, насколько вы, как вы работаете с клиентами, да, насколько вы действительно профессионал. Соответственно, пожалуйста, не надо зачитывать сценарий, который вы сами написали. Это очень плохо выглядит, очень плохо звучит и так далее. Постарайтесь просто, либо если вы сами не сохраняете свои, не записываете сессии какие-то ваши, постарайтесь записать, договориться с клиентом, допустим, что ну вот мы вас
Может быть, как-то разместите так, чтобы его не было видно, если он стесняется и так далее. Вот просто договоритесь и какое-то занятие, либо сессию, либо это может быть занятие ваше с детьми, да, если мы говорим про школу. Занятие, естественно, связанное с психологией, да, то есть это не урок чего-то, а именно вот какие-то такие вот вещи. Вот. Чтобы это нормально смотрелось, чтобы это было интересно, можно творчески отнестись, как угодно. Можно посадить клиента спиной, можно вообще его не брать, а только вас снимать, чтобы вы задавали вопросы, но было слышно, что отвечает клиент. Вот. Если вы не хотите видео, можете просто аудио записать, то же самое. Клиент вас, ну, как бы вы объясните, что это никуда не пойдет, это не будет видно только экспертам. Вот. И запишите только аудио. Тоже не проблема, диктофон сейчас в любом смартфоне есть, то есть это все можно сделать. Вот. Главное, еще раз повторюсь, пожалуйста, не зачитывайте. Но это, ну, прям... Я сильно сомневаюсь, что среди наших психологов очень много прям таких выдающихся актеров, которые прекрасно сыграют свою роль. Это очень фальшиво звучит, слушается, ну, очень ужасно. Если совсем уж никак вы не можете это сделать никаким образом, хотя тут, я думаю, проблем, если вы действительно давно работаете, у вас большой опыт, как бы, да и иногда и без опыта это нормально получается. Если совсем у вас никак ничего не выходит, ну, запишите тогда хотя бы просто текстом. Просто текстом какую-то переписку, может быть, из WhatsApp скиньте там, ну, смотря где вы консультацию проводите. Что важно здесь показать? То, каким образом вы реагируете на вопросы или задаете вопросы, то, каким образом отвечает клиент, ход беседы, то есть какую-то проблему можно даже вырезать, то есть не нужно обязательно давать там, как полностью, да, то есть нам важно понимать, насколько вы действительно можете консультировать. Вот. Или там, вы, может быть, агрессивно как-то ведете себя с клиентом или еще что-то, чтобы это просто можно было увидеть и это видеть. И было понятно, что вы, да, действительно психолог, вы можете консультировать, основную функцию выполнять. Еще раз повторюсь, то, что начало, допустим, какой-то запрос, да, или еще что-то, можно в принципе обрезать. То есть нам буквально на там, 3, можно больше, там, до 10 минут, очень длинные не надо, то есть полные там, по 45 минут нежелательно. Если вы не умеете обрезать, ну, присылайте сколько есть. В принципе, ладно, разберемся, что посмотрим. Еще раз повторяюсь, не будет это открыто для общего доступа. То есть это видит только члены жюри. Итак, как только вы все это дело собрали, еще раз повторюсь, да, вам нужно сканы дипломов, видеовизитка, резюме в текстовом виде и запись психологической сессии, урока или чего-то еще. То есть вот это все вам нужно собрать и прислать нам в каком виде. Это могут быть ссылки на, если вы куда-то выкладывали, там, допустим, да, может быть, на YouTube там или еще куда-то. Можете эти ссылки присылать. Если же никуда не выкладывали, только сделали, то вам нужно на каком-нибудь файловом хостинге. Это Google Диск, Яндекс Диск, облако Mail.ru, может быть, еще какие-то. Может быть, у вас сайт какой-то школьный есть, на котором это все размещено. Вы туда это дело сбрасываете в папочку. Можно сохранить, допустим, сжать, если вам так проще, сжать в архив какой-то, тоже выложить, и присылаете нам ссылку на эту папку или архив. То есть важный момент, вот тут вот были тоже люди, которые не понимали. Вам нужно не прикладывать, тут вы не приложите нигде в форме, вам нужно прислать ссылочку на хостинг, на котором это все лежит. Если вы не умеете это делать, не понимаете, что такое хостинг, что такое, как где-то что-то разместить, напишите нам, мы попробуем с вами этот вопрос как-то решить. То есть, может быть, мы вам поможем там, закинуть на хостинг и так далее. В крайнем случае это тоже мы можем сделать. Но я не поверю, что у вас в окружении нет людей, которые не могут с этим вам помочь. Поэтому, коллеги, давайте не будем прикидываться, да, совсем прям не умеющими. Понимаю, что есть люди, у которых технически просто проблемы с техникой, вы действительно не знаете, как это. Но у вас наверняка есть. Если вы работаете в сфере образования, тем более, у вас наверняка есть люди в окружении, которые могут вам с этим помочь. Вот. Соответственно, я расцениваю такие ситуации, что если как бы вы не можете такое найти, значит, наверное, вы не очень хотите. Соответственно, есть ли смысл вам вообще участвовать в конкурсе? Да? Вот, то есть вы прекрасно знаете, что те, кто хочет, ищет решения, те, кто не хочет, видит только препятствия.
Вот, и ищет отмазки. Вот, соответственно, все это собрали, положили на файловый хостинг и опускаемся чуть ниже к форме заявки. Здесь слева все также еще раз прописано. На самой форме заявки красным выделено «Подготовьте необходимые материалы». Внимательно ознакомьтесь с разделом «Что нужно», вот, который вот он у нас, собственно, раздел и есть. Вот. То есть со всех сторон мы везде говорим, что нужно подготовить все согласно разделу. Вот, поэтому не упускайте этот момент. Заполняем фамилию, имя, отчество, телефон, понятное дело, электронную почту. Обращаю внимание, электронную почту здесь указывайте ту, на которую, если вы регистрировались, вы зарегистрированы на портале Attitude. Соответственно, наоборот. Если вы еще не зарегистрировались, то регистрируйтесь на почту, которую вы здесь указываете. Это должно быть для того, чтобы мы потом вам активировали подписку, чтобы мы с вами лишних там движений не делали. Далее. После электронной почты как раз указываем ссылку на файл хостинг, то есть то место, где вы собрали ваши данные все, да, сканы, видео там и так далее. Вы это в папочку положили, и сюда вы эту папочку, ссылочку на эту папочку вставляете. Обращаю внимание, ну, тем, кто это понимает, просто напоминаю, тем, кто это не понимает, постарайтесь об этом сказать тем, кто вам помогать будет. Часто бывает такое, что ссылку присылают, но нет доступа. Вот, то есть не забудьте сделать ссылку с общим доступом, чтобы мы могли туда попасть. Вот. Соответственно, добавляйте сюда ссылочку. Если каких-то у вас, какие-то есть у вас вопросы или комментарии вы хотите добавить, или, допустим, по какой-то причине, ну, сейчас отдельно расскажу. В общем, комментарии вот здесь можете оставить. Обращаю внимание, были случаи, когда присылали, вот я пока вот так, а потом я вам материалы пришлю. С одной стороны, да, это хорошо, мы потом вас там пытаемся подтолкнуть, но с другой стороны, это бессмысленно абсолютно, потому что либо вы участвуете и сразу все присылаете, либо вы не участвуете, потому что мы не сможем вас пропустить во второй тур, если вы не прислали материалы. То есть до 23 декабря мы должны увидеть ваши материалы. Соответственно, если мы их не увидели, то то, что вы подавали заявку, что вы не подавали заявку, значения абсолютно не имеет. Заявка принята не будет, и вы, соответственно, ничего не получите. Вот поэтому, пожалуйста, сначала подготовьте все, сначала залейте все на файл хостинг, и потом уже подавайте заявку. Сюда вводите данные, добавляйте ссылочку обязательно, вот, и нажимаете кнопочку «Отправить». Не забывайте вот здесь вот нажать галочку. Ой, я галочку нажал, у нас открылось. Вот. Соответственно, нажимаете кнопочку «Отправить». У вас приходит письмо с благодарностью о том, что мы получили вашу заявку. В течение, ну, скорее всего, одного, но там до 3 рабочих дней мы эти заявочки обрабатываем. То есть мы посмотрим, если все хорошо, вам придет следующее письмо, что вы прошли во второй тур. Если чего-то не хватает, мы вам пришлем письмо, что нужно добавить. Вот здесь обратите внимание, что очень часто наши письма уходят в спам, поэтому вы можете их не увидеть. Соответственно, если вы заявку подали, автоматически сразу вам должно прийти письмо с подтверждением. Проверяйте папки спам, смотрите везде. Почему? Потому что часто очень бывает такое, что неправильно вводится адрес электронной почты. Вы его неправильно ввели, и все. И мы не можем уже с вами никак дальше общаться. То есть это хорошо, если там, допустим, там .ru как-то неправильно написано, да, после точки в конце. Мы поправим, отправляем, вы уже получаете. Но часто бывает такое, что очень длинный адрес электронной почты, и где-то там одна опечатка. Все. Мы с вами контакт уже потеряли, мы не можем с вами связаться. Поэтому заявку отправили, нажали, проверяйте почту. Почта, если не приходит, ни в каких папках ее нет, пишите нам в техподдержку, либо на сайте вот здесь вот, либо в WhatsApp, в Telegram, там, где вам удобно. Потому что это важно для продолжения вашего введения, участия в конкурсе. Вот, надеюсь, это понятно. Потому что, ну, еще раз повторюсь, первое письмо вы получаете после того, как подали заявку с подтверждением, что заявка принята. Дальше, когда мы обработаем заявку, мы вам присылаем либо сообщение о том, что вы прошли,
либо вы получаете сообщение с требованием, что нужно еще поправить, да, то есть, допустим, вы там что-то не до конца доложили. Вот. И дальше мы уже с вами почтой общаемся, либо почтой, либо, если вы захотите, можете там куда-нибудь в WhatsApp писать. Соответственно, если писем нет, пишите сразу же куда-нибудь в техподдержку, там, можем продолжать с вами работать в WhatsApp, там, в Telegram, где вам удобно. Так, коллеги, ну, на этом, собственно, вебинар, наверное, заканчиваем. Вы можете сейчас попробовать что-то написать в чат тех, кто у нас сейчас присутствует в YouTube. Вот, но я сомневаюсь, что что-то задаст, потому что что-то сегодня как-то зрители есть, но никто в чат не хочет писать. Собственно, до нашего вебинара все, времени нет. Возможно, какой-то еще подобный вебинар проведем в ноябре, чтобы какой-то, ну, дополнительный. Вот. Но лучше на это не рассчитывать, потому что, в принципе, здесь основное мы все рассказали, чтобы не было соблазна тянуть до следующего. Да? Поэтому, если какие-то вопросы будут возникать, задавайте в чатах, будем отвечать. Если увидим, что ну прям совсем тяжко, никто не понимает, не может, тогда мы проведем еще один вебинар. Либо если вам нужно еще один живой провести, вы пишите об этом. Вот. Но просто как бы вот мы видим, что особо желания писать в чат во время вебинара нет, соответственно, может быть, технической возможности нет. Соответственно, будете смотреть в записи, если какие-то вопросы будут возникать, пишите, будем рады помочь. Все, на этом я заканчиваю, 45 минут у нас все это длилось. Надеюсь, достаточно полно. Да, на всякий случай еще раз повторюсь, в самом конце внизу, либо вы можете вот здесь вот нажать в меню, раздел «Контакты», здесь все наши контакты есть. То есть можно все это написать, и можно подписаться на рассылку. Вот. Все, коллеги, на этом я заканчиваю наш вебинар. Если какие-то вопросы будут появляться, пишите, с радостью поможем. Все, всем хорошего дня, остатка, и всем удачи в конкурсе.